Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Госпожа Азади опустошена мыслями о Джихане. Баран Ферат и Кудрет Бей хотят услышать их мнение, как только они приедут из-за границы. Но когда никто не рассказывает ему о Джихане, ему становится хуже. Беран врывается в кабинет и хлопает дверью, а затем в гневе переворачивает комнату вверх дном. Когда голос Дилана смолкает, он входит и спрашивает, что случилось. Беран тоже злится на него, говоря, что сейчас не время спрашивать. Когда Дилан говорит «успокойся, просто позволь мне остаться с тобой», Беран говорит, что брата нет, нигде нет части меня. Несмотря на то, что местонахождение барана определено, они не могут найти его, куда бы они ни пошли. Затем он вспоминает разговор с Джиханом. Дилан говорит моему брату: а что, если я опоздаю, что, если с ним что-нибудь сделают, я не смогу ему помочь. Затем Джихан рассказывает о своем детстве, говоря, что он много плакал, когда был маленьким, и что у него не было ни матери, ни отца. Однажды, когда я увидела, как он лежит в своей кроватке, я пообещала себе, что мои родители – моя единственная семья, отныне он – мой первый и главный человек. Потом он говорит Дилану: я не смог его защитить, как мне жить, если с ним что-то случится. Дилан говорит, что с ним ничего не случится, ты найдешь меня, я знал, что ты найдешь меня, когда Дирья меня похитила, и они помнят то время. Он говорит, что ты отдаешь свою жизнь, но не отказываешься от своих близких. Джихан тоже это знает, его брат не оставит его. Баран злится и говорит: я не отпущу, я уничтожу мир тех, кто сделал это с нами. Пока Джавахир совершает утреннюю пробежку, Шаир приносит кофе, а Хавен тайно наблюдает за ними. Когда Джавахир спрашивает, есть ли у вас что сказать о мести, поэт отвечает, что если хотите отомстить, вы копайте 2 могилы. Джавахиру не нравится это слово, и он говорит еще одно слово мести и говорит, что баран пострадает за то, что я сделал, он не сможет мне противостоять, он должен был подумать, угрожая мне. Хевен звонит Сабихе и сообщает ей, что следит за ней. Когда госпожа Азади спрашивает господина Кудрета и Хасана, кто эти люди, которые постоянно на нас нападают, господин Кудрет говорит, что чувствует себя очень беспомощным и расстроенным, потому что не знает, что как отец он не может защитить их. Баран и Дилан слышат эти разговоры, и Баран приходит к господину Кудрету и говорит, что даже твоей тени достаточно, сдаваться нельзя. После этого он говорит: я очень хорошо знаю, кому это сказать, и Дилан следует за ним. Когда Хасан спрашивает, кого он спросит, господин Кудрет говорит, что мой сын точно знает, кого и что спросить. Хасан боится, что это в конечном итоге повлияет на него. Дилан останавливает барана и говорит ему, что она собирается к Сабихе Ханем, хотя он этого не хочет, и что она не отправит его одного, и вместе садятся в машину. Гуль плачет и жалеет Джихана: он очень много для нас сделал, я даже не успел его отблагодарить, хочу приготовить для него благодарственный ужин. Когда Ферат говорит: мы найдем его, не волнуйтесь, на нашей свадьбе будет халайский лидер, Гуль обнимает его и говорит, что даст Бог. Когда Ясмин опаздывает в магазин, Харун злится и оставляет магазин на ее попечении. Леди Сабиха приказывает Хавену не оставлять Шаира или Джавахира. В этот момент раздается звонок в дверь, как у кредитора. Сабиха приветствует Барана и Дилана, но она очень смущена. Когда Баран спрашивает, кто наш настоящий враг, госпожа Сабиха отвечает: я рассказала все, что знаю, и Баран злится, говоря: я знаю, что ты знаешь, но ты это скрываешь, я знаю об этом. Когда Дилан говорит, что Джихана похитили и мы нигде не можем его найти, госпожа Сабиха очень расстраивается, но не говорит ему, несмотря на просьбы Дилана. В этот момент Баран получает сообщение от Шаира, они поворачиваются к Сабихе, говорят: увидимся позже, и уходят. Когда Ферат Азади приходит к дамам, чтобы спросить о Баране, всем мужчинам Карабея дается разное положение, но у каждого разное положение.
Когда Баран звонит и сообщает, что позиция получена, господин Кудрет сообщает, что каждому из нас назначены разные должности. Отправляясь на локацию, Бэрон хочет отправить Дилана в особняк, но Дилан не соглашается, и они вместе отправляются в путь. Пока Джавахир идет по лесной местности с Шаиром, Хавин преследует их. Госпожа Сабиха звонит Хавину и сообщает ей, что Джавахир похитил Джихана, и просит ее немедленно отправить сообщение. Госпожа Сабиха думает, мне нужно что-то сделать, но что? Джихан пытается избавиться от веревок, на которых его держат. Когда Джевдет спрашивает Харона, не ладят ли они с Ясмин, он отвечает вот так, и Ясмин наблюдает за ними издалека. Господин Кудрет приходит на указанную позицию и зовет Джихана, но не может его найти. Когда Баран звонит и спрашивает, нашел ли он это место, Кудрет отвечает, «Я пришел в парк, но там никого не было». Баран злится и говорит, что они играют с нами в игры, и вешает трубку. Ферат говорит, что он ничего не нашел. Несмотря на то, что Баран говорит ему пойти в особняк, он просит Барана о должности и говорит, «Я приду, чтобы поддержу тебя. Джихан тоже мой брат, я не оставлю тебя одного». Пока они разговаривают, Хасан звонит Барану и говорит, «На этой улице никого нет, я возвращаюсь в особняк». Бэрон очень злится и отъезжает от машины. Когда Дилан держит Барана за руки и вселяет в него уверенность, что мы найдем нашего брата, расслабься, Баран желает Дилану удачи. После того, как Дилан говорит, что будет с вами до самой смерти, они продолжают свой путь. Пока Харон пытался преподать Ясмин урок торговли, Ясмин потеряла сознание за столом. Ясмин просыпается ото сна и считает добавленные ею специи, говоря, что мясо готово, но они паникуют, потому что она добавила неправильные специи. Харон немедленно решает проблему. Когда Баран доходит до места, где его выбросили, и они думают, что там никого нет, у Джихана звонит телефон. Пока они оглядываются и кричат «Джихан», Дилан видит кого-то неподвижно лежащего и думает, что это Джихан. Баран тут же подбегает и переворачивает ее на спину, но этим человеком оказывается Эркан. Телефон Барана звонит, и он спрашивает учетную запись, но не получает ответа. Затем на его телефон отправляется другое местоположение, пока он смотрит на него, Ферат звонит и спрашивает о ситуации, а Баран рассказывает, что произошло. Они возвращаются в машину, чтобы поехать на место. Джавахир не отвечает на телефонный звонок Сабихи, но Хавин все еще преследует их. Когда Гуль звонит Ферату и не может с ним связаться, она паникует, а госпожа Кадер приходит спросить, приготовили ли вы лекарство для госпожи Азади. Но когда он видит плачущего Гуля, господин Баран находит Джихана, говорит ему не волноваться и звонит Ферату Гулю. Пока Кадер Ханем находится с ней, она берет трубку и становится свидетелем воодушевляющей речи Ферата. Джихан избавляется от веревок, но ему трудно расстегнуть туфли на ногах, а когда он избавляется от них, то понимает, что у него нет телефона. Он покидает свое место и начинает убегать. В этот момент Шаир бьет его сзади тыльной стороной пистолета, в результате чего он теряет сознание. Джавахир ругает Шаира и говорит, что господин Баран скоро придет и подготовит своего брата. Приходят Дилан и Бэрон, и Деилан вывихивает ногу и повреждает ее, выходя из машины. Бэрон говорит, что ты можешь остаться в машине, если хочешь, но Дилан отказывается. Они снова привязывают Джихана к стулу, на этот раз, и завязывают ему глаза. Джавахир садится рядом с ним, режет ножом яблоко и ест его. Джихан угрожает и оскорбляет их, называя трусами. Когда Джавахир приставляет нож к горлу Джихана, Джихан провоцирует его, говоря, «Ты не можешь этого сделать, сделай это, трус». Джавахир чешет себе горло ножом, и Джихан кричит «Аа-а». Когда Харон не приходит, Ясмин пытается достать еду из духовки и роняет поднос, когда ее рука обжигается. Пока Джихан говорит, что найдет тебя и увидит, Джавахир бьет его пистолетом по лицу и нокаутирует.
Джавахир просит Шаира все подготовить и создать механизм, который позволит барану убить собственного брата. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.